М. Это невероятно вкусно. Снова хочется чего-то такого уютного, комфортного. Будем печь вкусные, масляные, карамельные баттер-тарты. И делаются они очень-очень просто. Вот прям тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Нам понадобятся только желтки. Необходимо отделить желтки от белков. Белки потом можно использовать для какого-нибудь другого рецепта. В конце концов, приготовить белковый омлет или белковую яичницу. Вкусно и полезно. Берем чашу для смешивания, засыпаем туда муку, немного сахара, белый мелкий сахар идеально подойдет. Да, друзья, прежде чем продолжить смотреть видео с рецептом, пожалуйста, поставьте лайк под видео и можете написать сразу какой-нибудь комментарий, а можете написать его после просмотра видео. Пожалуйста, не забывайте это делать. Не забывайте про лайки и комментарии. Это важно для видео, для канала, для меня. Я бесконечно вам благодарен за вашу поддержку. Также необходимо сливочное масло, охлажденное, и заранее его лучше порезать небольшим кубиком. Можно и даже лучше, так будет вкуснее, использовать соленое сливочное масло. Если соленого сливочного масла под рукой не оказалось, не страшно, можно просто добавить немного соли. И теперь необходимо это все пальчиками достаточно быстро перетереть, но не в однородную крошку, а так, чтобы остались такие небольшие хлопья масла. Так тесто получится более слоистым, рассыпчатым и вкусным. В процессе, как всегда, немного пританцовываем, потому что так выпечка всегда получается гораздо вкуснее. Без этого ничего не получится. Вот такой должен быть результат. Тут и крошка, и такие небольшие хлопья масла. Желтки смешиваем вилкой и добавляем в чашу. И вслед за желтками добавляем очень холодную, прям вот ледяную воду и немного лимонного сока, который сделает структуру теста еще лучше и добавит такой необходимый баланс во вкусе. И теперь быстро, опять же пальчиками, руками соединяем все это в тесто. Ничего там долго месить не нужно, просто нужно собрать все вместе, чтобы сохранить в результате основы рассыпчатыми, слоистыми и более хрустящими. Вот такое получается тесто. Освобождаем место на столешнице, присыпаем ее мукой, выкладываем тесто, тоже его слегка присыпаем мукой сверху. Скалка, ее тоже слегка присыпаем мукой и раскатываем тесто до толщины пласта где-то 3-4 максимум миллиметра. В процессе его переворачиваем, присыпаем мукой, излишки стряхиваем. Тесто получается очень пластичное, очень податливое и раскатывается вообще без каких-либо проблем. Стараемся, чтобы весь пласт был одной толщины. Раскатали. Дальше нужна форма для маффинов и кольцо диаметром больше диаметра формочки для маффина. С помощью кольца вырезаем круги и прокладываем формочки, создавая вот такие вот основы. Вырезали, сразу проложили. Самый такой, так скажем, классический вариант – это создание таких 4 складок, выкладывание теста в формочку таким клевером или бабочкой, у кого какие ассоциации. Аккуратничать тут, идеальничать не нужно. Когда круги вырезать будет уже не из чего, но тесто все еще останется, собираем его вместе и еще раз раскатываем на присыпанной мукой поверхности до пласта миллиметра 3. Снова вырезаем круги. И снова прокладываем формочки. В результате все 12 формочек должны быть заполнены. И теперь форму ставим ненадолго в холодильник. И пока все это там в холодильнике немного охлаждается, разогреваем духовку до 450 градусов Фаренгейта, 230 Цельсия. В общем, хорошенько нужно духовку раскочегарить. Когда духовка разогреется, берем еще одну чашу для смешивания или ту же самую, можно чуть поменьше и лучше с носиком. Так будет проще потом раскладывать, разливать начинку по формочкам. Коричневый сахар. Я использую кассонат. Лучше использовать именно коричневый, а не белый, так начинка получится более карамельной. Туда же кленовый сироп. Мы в Канаде или где. Но если кленового сиропа под рукой у вас нет,
не страшно. Можете взять кукурузный сироп, можете дома приготовить инвертный сироп или заменить медом. Яйцо. Лучше использовать яйцо комнатной температуры. И растопленное сливочное масло, которое нужно растопить в микроволновке или на плите, смотрите, не сожгите. Тоже вкуснее с соленым. Но опять же, если соленого под рукой не оказалось, как, например, у меня сегодня, можно добавить немного соли, чтобы карамель вот это внутри получилась не только сладкой, но и слегка соленой. Так вкуснее. И теперь все это необходимо смешать с помощью венчика. Взбивать ничего не нужно, просто все хорошо перемешать. Вот такая получается почти карамель. Достаем из холодильника форму с основами и заполняем их орехами. Чаще всего в батер-тартах используется пекан. Можете использовать грецкие орехи, можете делать с чем угодно на самом деле, как вам больше нравится или что окажется под рукой. Можно даже делать вообще без всяких орехов. Тоже получится очень вкусно. Часть орехов я так крупно ломаю, прям руками, не ножом, туда в формочке. А часть выкладываю целыми половинками вот так вот сверху. На орехах не экономим. Орехов здесь много не бывает. Чем больше, тем вкуснее. Фактически это получается такая уменьшенная версия знаменитого пекан-пая. Такие маленькие пекан-пайчики. Начинку еще раз хорошенько перемешиваем и заливаем все это сверху. Распределяя начинку по формочкам в равных порциях. Вот здесь вот как раз удобно использовать форму с носиком. Распределили карамельную начинку по формочкам. Ставим форму в духовку. Уже разогретую до 450 градусов Фаренгейта, 230 Цельсия. И на этой температуре выпекаем батер-тарты 6-7 минут. Затем убавляем температуру до 355 градусов Фаренгейта, 180 Цельсия. Открываем духовку на 15 секунд, чтобы выпустить лишний жар. Закрываем и на этой температуре уже выпекаем минут 13-15. Пахнет просто волшебно, просто волшебно. И все это там еще шуршит, разговаривает. Батер-тартам нужно дать отдохнуть в форме где-то минут 8. И аккуратно, поддевая лопаткой, переместить на какую-нибудь решетку. И уже на решетке даем подостыть. Но, скажу я вам, дожидаться полного остывания – это просто преступление. Хотя батер-тарты хороши и в остывшем, и в холодном виде, но вкуснее всего, когда они еще теплые, такие максимально хрустящие, ароматные, и там вот это вот все. В общем, в теплом виде вкуснее всего. Аромат, вот прям не вру, просто потрясающий. В нем и карамель, и сливочное масло, и орехи. И это все так идеально сочетается. Это невероятно вкусно. Здесь идеально все. И вот это вот тесто, такое хрустящее, такое слоистое при этом, нежное. Слой теста вот прям не тонкий, не толстый, как надо. Внутри вот эта вот нежнейшая карамельная начинка, совершенно потрясающая. И орехи. Вот без орехов было бы скучно. Хотя, как я сказал, можно и без них. Кому как нравится. Но мне скучно. Прям вот все идеально. Ну, такие приятно теплые внутри. Вот эта вот начинка не приторно-сладкая, но при этом какая-то неприлично вкусная. Очень всем срочно надо. Прям непременно. Я бы сам побежал готовить, но у меня еще есть. Спасибо тебе. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напомню, жду ваши лайки. Пожалуйста, не скупитесь, пишите комментарии, идеи подкидывайте, впечатлениями делитесь и привозите и приводите сюда своих друзей. Сами подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Чем нас здесь будет больше, тем рецепты будут выходить чаще. Всем желаю всего самого вкусного, доброго. До новой скорой встречи. Пока-пока. Удаляюсь.